Всем привет! В этом видео у нас отвертка Xiaomi Mijia Wallstick 1F+. Коробка относительно небольшая. Внутри раздельные коробки с ковриком, битами, самой отверткой, подставкой, которой я сначала не понял как пользоваться, и дополнительными аксессуарами. А именно USB, micro-USB провод, присоска, медиатор, намагничивалка и размагничивалка бит и баночка с болтиками. Также есть чуть-чуть бумажек. Сначала мы поговорим про различную дополнительную мелочевку из комплекта, а потом уже про биты и саму отвертку. Коврик. Он гибкий, магнитный, размеры примерно 21,5 см на 8,5 см. Расчерчен на небольшие ячейки, это удобно. При разборе устройства можно выставлять болты в определенном порядке, что облегчит последующую сборку. Если перевернуть коврик с примагниченными болтами, то они не падают. Если потрясти, то болты по чуть-чуть начинают падать. В общем и целом мне коврик понравился. Подставка под отвертку. Внизу оказалась защитная пленка. После того, как я ее снял, подставка почти полностью перестала кататься по столу. Высоты подставки хватает для того, чтобы поставить туда отвертку с маленькой битой. Вес у нее для ее размера не маленький, 97 грамм. В людей и других животных ею лучше не кидать. Кейс для переноски. Он на магнитах. Начну с глупого вопроса, почему всего два слота? У нас в комплекте отвертка, которая занимает один слот, и 3 упаковки с битами, каждая из которых занимает один слот. Можно выкручиваться фразами типа «ну возьми самые востребованные», но из своей личной практики могу сказать, что это не аргумент. Если вы выезжаете налегке, то скорее возьмете мультитул с плоскогубцами, чем эту отвертку. Но если вы выезжаете куда-то на ремонт или обслуживание чего-либо в неизвестное место или на неизвестную поломку, то пытайтесь взять максимум из того, что можно увезти. Потому что если вы куда-то приехали и не можете выполнить свою работу потому, как у вас нет соответствующей биты для отвертки, то это, как правило, оборачивается потерянным временем и, главное, деньгами. Вариант по типу «это кейс для длительного хранения», думаю, понятно почему звучит еще глупее. Второе. У кейса слабые магниты. Как результат, он у меня сам открывался в сумке. Третье. То, что белый цвет легко пачкается, я думаю, и так понятно. Но тут есть еще один момент. Форма корпуса в месте открытия слегка заострена, как результат она очень хорошо собирает весь жир и всю грязь с пальцев. А главное, просто стереть грязь пальцем там невозможно, опять же из-за формы. Я использовал для этого ватные палочки. Надеюсь, я смог показать это на камеру, потому как по своей глупости незадолго до съемки протер кейс. И последнее про кейс. Скорее это придирка, нежели действительно какой-то серьезный недостаток. Звук, когда соприкасаются половинки корпуса. По ощущению, это максимально дешевый пластик с полостями внутри. Я попытаюсь передать звук на микрофон, но не уверен, что это получится. Думаю, хватит про этот кейс. Кабель из комплекта имеет длину 18-19 см, и даже при такой малой длине при токе пол-ампера падение напряжения составляет 0,4 вольта. При токе 1 ампер падение напряжения составило уже 0,7 вольт. Это не хороший результат для такого короткого провода. Про более высокие токи даже говорить не хочется. Намагничивалка и размагничивалка бит работает, но водить нужно долго и упорно. И намагнитить достаточно, чтобы оторвать болтик от коврика, мне так и не удалось. К присоске и медиатору вопрос один, а зачем они тут? С моей точки зрения, оно к отвертке напрямик не относится. Баночка с болтиками, опять же не совсем понятно, зачем она тут. Много болтиков в нее не помещается, если бы ее как-то интересно обыграли, к примеру в кейсе было бы место под эту самую баночку, то она бы имела смысл. А так, с моей точки зрения, это просто пластиковая баночка с болтиками из Китая. Биты. Бит много, они разные. Распределены, как мы уже видели, по 3 упаковкам. Перечислять и описывать все достаточно долго, весь список у вас на экране. Отмечу только, что биты PH0, PH2, SN2.0 и H2.0 есть в двух вариантах, более короткий и более длинный.
Я не разбираюсь в стандартах бит, но биты от другой отвертки, не Xiaomi, вполне хорошо становятся в отвертку. Во время работы у меня появилась необходимость по работе разобрать примерно около 20 жестких дисков. У каждого откручивалось по 7-8 болтов на корпусе и по 6-9 внутри корпуса. Обратная сборка не происходила. Проще говоря, было откручено около 300 болтов, битой T9H. Вот ее состояние под микроскопом после этого испытания. С моей точки зрения, результат достаточно хороший, но он мог бы быть лучше, если бы не некоторые особенности отвертки, о которых мы поговорим позже. Из явных минусов – система хранения этих самых бит. Во-первых, наклейка наклеена некачественно. Под ней есть пузырь воздуха. Скорее всего, это уникальный случай, потому как я пробежался по отзывам и такой проблемы ни у кого не нашел. Во-вторых, открывается тубус относительно текста на нем вниз. И биты при этом тоже смотрят вниз. При распаковке часть бит не была закреплена внутри тубуса, то есть биты внутри тубуса могут выпадать из своих пазов. Третье. А как их держать на столе? Вертикально тубусы падают от сильного дуновения и тряски стола. Горизонтально катаются по столу и пытаются куда-то укатиться. Понадобилось несколько бит разных стандартов, скорее всего нужно будет открывать разные тубусы, и это тратит время. Ну а теперь про саму отвертку. Размер отвертки примерно 17,5 см на 1,5 см. Вес без бит почти 53 грамма. Балансировка примерно на уровне кнопки назад. Белые отметины на металле остались от скальпеля, позже объясню почему. Производителем заявлено некое двойное усилие. Как оказалось, первое усилие – это сам мотор. У продавца заявлено 0,15 Нм, второе – это наша физическая сила до момента, когда начинает прокручиваться мотор. У продавца заявлено 3 Нм. Возможности проверить, сколько там по факту, у меня нету. Сила мотора небольшая. Никакой регулировки силы или скорости вращения у отвертки нет. Ни один из болтов без дополнительного физического усилия отвертка не смогла начать откручивать. Всегда приходилось первый рывок делать самому. С дальнейшим прокручиванием проблем не возникало. С закручиванием тоже проблема. Всегда нужно дозатягивать руками. Но, справедливости ради, отвертка крутится быстрее, чем я кручу отвертку руками. И за счет этого при задаче по типу открутить или закрутить большое количество одинаковых болтов она сильно помогает. Мало того, усилие отвертки падает с разрядом батареи. При полном заряде я ее не могу остановить руками, но спустя некоторое время, которое мы замеряем дальше, я ее останавливал руками. На экране показания тахометра, около 200 оборотов там есть. Это является и плюсом, и минусом. Плюс в том, что откручивает она быстро. Минус в том, что при нажатии на кнопку мотор моментально пытается начать крутить с максимальной скоростью. Если болт в предмете, который имеет малую площадь соприкосновения со столом, и вы его не держите, то его начинает просто крутить вокруг отвертки. Или, если бита плохо встала в болт, то в момент нажатия она вылетает, и при этом получаются небольшие повреждения, которые мы видели под микроскопом. По поводу второго усилия, то есть максимума до начала прокрутки мотора. Мне попадались болты, на которых механизм начинал прокручиваться. Но с этими болтами было очень сложно справиться и обычным отверткам. Но очень сложно не то же самое, что невозможно по причине прокручивания механизма. С обычной отверткой было сложно, но возможно, с этой невозможно. Также у отвертки достаточно большой люфт, не знаю почему так, но крутится она примерно на 1/4 оборота. Немного про подсветку. В передней части 3 светодиода, они яркие, очень яркие. Свет не сфокусированный. Чтобы было понятно, насколько яркие, я сделал несколько замеров люксметром. В комнате у меня около 117 люкс. Добавляем настольные светильники, получается почти 200 люкс. Включаю свет для записи, получается больше 1400 люкс. А вот поведение люксметра при приближении отвертки с подсветкой. Притык около 2000 люкс, но как только убираешь отвертку, показания резко падают. В экстренной ситуации его можно использовать как шумный недальнобойный фонарик. По поводу шума, издаваемого данным устройством. По ощущениям, шумит она не очень громко, но как-то очень пронзительно. Из соседней комнаты ее достаточно хорошо слышно. Самый ближайший аналог – бормашина у стоматолога. На микрофон записался не совсем тот звук, что слышен в реальности. Думаю, причиной является ограничение по частотам у микрофона.
Вот что мне удалось записать. Пробовал разобрать. Отсюда и появились две белые отметины возле кнопок. Видно что-то похожее на два штифта, но как их достать, я так и не понял. Сверху и снизу снять пластик мне не удалось, к несчастью, сегодня без внутренностей. По поводу батареи. Я бы разделил состояние батареи на три части. Первое. Батарея заряжена, я не могу остановить отвертку руками. Второе. Батарея садится, я могу остановить отвертку руками, но подсветка во время остановки еще светит. В этом состоянии работать с отверткой уже становится некомфортно, потому как под любой нагрузкой количество оборотов начинает падать. Третье. Батарея села. Я могу остановить отвертку руками, и подсветка во время остановки гаснет. В таком состоянии от отвертки смысла мало. Любой болт она крутит или со скоростью меньше, чем я бы мог крутить просто руками, или вовсе не крутит. Проверять время работы будем из состояния полностью заряжено в состоянии батарея садится. Видео на таймлапсе, 1 кадр в 10 секунд. Проверял состояние примерно каждые 10 минут. На 50-й минуте я почувствовал снижение оборотов при сжатии, но отвертка еще крутилась. Решил подождать не 10 минут, а 5 минут. На 55-й минуте отвертка уже останавливалась от сжатия. Пока искал способ наглядно показать, время на таймере почти переступило отметку в 57 минут. Если предположить, что на один болт вы будете тратить по 10 секунд, то 55 минут умножить на 60 секунд и делить на 10 секунд получится 330 открученных или закрученных болтов. Много это или мало, решать вам. Заряжается устройство, как вы уже поняли, от обычного USB. Ток на старте зарядки около 700 мА и постепенно падает. Общее время зарядки со штатным проводом 42 минуты. Во время зарядки пользоваться устройством можно. Ну и немного моих мыслей. Внешняя часть кейса для переноски, похоже, взята от другой отвертки этой же серии Xiaomi Wowstick 1FS. Но вовнутрь что поместилось, под то и сделали внутреннюю форму. Поставка как бы есть, как бы отвертку держит, но смысл с нее, биты даже если в тубусах все равно где-то рядом валяться будут. Если коврик в комплекте выглядит интересно, то присоска, медиатор и баночка с болтиками с моей точки зрения выглядит неуместно, они не относятся напрямик к отвертке. Причем у Xiaomi есть неавтоматическая отвертка в своем кейсе с 24 битами, почему нельзя было тут что-то подобное сделать? У нас всего 56 бит, 4 дублирующиеся можно выкинуть, итого 52. Да, кейс будет побольше, но и биты и отвертка будут на своем месте. Правда, тогда будет не 69 в одном, а всего 53 в одном. Может, в этом причина. Несмотря на это все, отвертка все же достаточно интересная, но нужна она далеко не всем. Для просто домашнего использования я бы точно такую отвертку не рекомендовал. В каких случаях с моей точки зрения имеет смысл ее покупать? Ну, к примеру, если вы работаете в ремонте мобильных телефонов или ноутбуков. Или вы по каким-то причинам ежедневно откручиваете или закручиваете кучу небольших одинаковых болтиков. Или вы снимаете видео, к примеру, для YouTube. Выглядит в кадре отвертка все же достаточно хорошо, да и мельтешение в кадре будет меньше. Правда, комплект обычных отверток все равно придется иметь в наличии, на случай, если откручиваемый болт хорошо засел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!